Звания Этиэлло Чановна. Сейчас я нахожусь в далеком и экзотичном Тбилиси, в бывшем веган-кафе «Фрик». Вокруг меня моя квир-коммуна. Кругом атмосфера греха, дорогих французских духов и опия. Всем здравствуйте, очень приятно, что позвали меня на данную дискуссию. Меня зовут... Я являюсь главным редактором канала «Геополитика. Философия Святой Руси», членом, а также, в принципе, добрым русским человеком. Итак, я думаю, что начать мы можем с обсуждения того, нужны ли традиционные ценности. Традиционные ценности – это пережитки империализма в новом светлом будущем, которое строим мы. Большевистские феминистки, нет места пережиткам с прошлого. Нужно скинуть с корабля истории Новый год и патриархального Деда Мороза. Ну и так, отвечаю, что хочу сказать. Итак, во-первых, традиционные ценности являются защитой от скатывания вниз по наклонной. Итак, например, левые феминистические, и не только феминистические, и просто левые ресурсы выкладывают множество вещей, которые уже доходят до маразма. Например, они предлагают не пить кофе, потому что это некая культурная апроприация у черных негроидной расы, негров. И не в каком-то смысле таком негативном, что это нормальное слово в русском языке. Но я позову всех своих твиттерских подружек. Мы вычислим тебя по IP и заставим извиняться на камеру за N-слово. Видишь, какой не нравится ему наше понятие о культурной апроприации. Между прочим, мы, левые трансатлантические феминистки, не против черного кофе, если только не закусывать его арбузами или курочкой KFC, потому что вот это она и есть культурный апроприат. Еще мы против того, чтобы пить черный кофе и одновременно слушать черный гангстер-рэп или Ариану Гранде. Она не имеет к этому отношения, я просто ее не люблю. А также они предлагают еще запретить, это просто вот самый маразм у левых, запретить, например, рекламу освежителя воздуха, потому что там тоже они усмотрели дискриминацию, но только женщин уже они. Коварные патриархальные прихвостни навязали нам стандарт, что можно зажечь спичечку в туалете, чтобы она напустила углекислого газа. Полипептиды, которые летают в воздухе, слиплись, попадали, и вы не нюхали ничего. Но углекислый газ угнетает деятельность головного мозга, и это пожароопасно, ведь в туалетах той эпохи, которые были во дворе, мог накапливаться газ метан и происходить взрывы. Представляете, женщины прошлого готовы были буквально взорваться, чтобы только не вонять. Это все почему? Чтобы понравиться мужчинам, которые подсматривали в туалеты на улице, в маленькие сердечки. Вы ведь видели эти сердечки на деревянных туалетах, да? В дверце. Это чтобы в них подсматривали мужчины. Они ведь высоко находятся. Туда женщина не допрыгнет, а мужчинам хорошо видно. И это скатывание от классической культуры, традиционной культуры, которая всегда была, есть и будет, которая строится на, я про левые ценности, на нормах, созданных действительно благодаря христианской морали, благодаря традиционным ценностям, которые зиждется на христианской морали. Вот все это, от всего этого предлагают отказываться. А что остается? Ну вот позитивная дискриминация,
Вот то, что я рассказал, вот посты левых про то, что нельзя пользоваться благами цивилизации некоторыми и так далее. Вот. Почему в метро, в ЧВК вот этом вот страшном все эти ходят, надетые в черное с красными повязками на руках, на плечах эти молодчики? Почему там нет молодух в такой же форме? Почему они туда не идут? Почему ОМОНовцы есть, а ОМОНок нет? Там нужна позитивная дискриминация. Туда нужно побольше ОМОНок. То, что женщин до сих пор не призывают в российскую армию, полное безобразие. Помимо того, что призывная армия в принципе сомнительная радость, так то, что туда еще и женщин не призывают, дискриминация чистой воды. Нам нужны альтернативные дикпики, женские. А называться они так будут в качестве мести. Мы будем культурно апроприировать культуру мужиков-угнетателей и использовать ее в своих целях. Прогрессисты. Примеры такие, почему левая идеология исчерпала себя. Зато правая идеология вечна, потому что христианские ценности, они вечные, так как они истинные. И поэтому правая идеология, правая в хорошем смысле, то есть православный монархизм, она не живет себя никогда. Она, даже не монархизм, консерватизм. Уже все достижения цивилизации делали христиане, да, не только православные, и это не вполне, поэтому христиане, но все-таки делали преимущественно христиане, условно назовем их так, делали белые, делали мужчины. То есть и так будет всегда, и говорить что-то против нашей цивилизации европейской белой, это наступать на горло всей человеческой цивилизации. Вот так вот. Вот мужчины делали цивилизацию. А кто делал этих мужчин? Они сами друг друга делали. Я, конечно, ничего против не имею. А Мегаверс — моя любимая guilty pleasure. Но нет. Женщины стояли за мужчинами. Именно они наускивали мужчин быть патриархальными злодеями. А почему? Из-за поколенческой травмы. Они все друг друга кластерфаком ухудшали. Мужчины женщин, женщины мужчин. И не было конца краю этому порочному кругу, пока не пришла Грета Тунберг и интернет. И вот они-то помогли нам наконец услышать друг друга, увидеть друг друга и отбросить традиционные ценности во имя необузданного прогрессизма и половой анархии. Говорить против цивилизации белых — это наступать на горло всечеловеческой цивилизации. Всечеловеческой цивилизации. Это весьма спорный тезис, потому что мы далеко не первые мусульманские цивилизации арабские. В свое время они были терпимыми и прогрессивными. Да-да-да, намного прогрессивнее, чем Европа. Очень многие термины в науках заимствованы именно из арабского языка, потому что на момент, когда Европа погрязла в своем религиозном мракобесии средневековья и сжигала прекрасных прогрессивных феминисток на кострах, в этот самый момент арабы, будучи прогрессивными и либеральными, они дружили со представителями всех конфессий и религий, которые были на их территории, и позаимствовали эллинистические традиции утраченного Древнего Рима и Греции. К сожалению, вместе с этими традициями они позаимствовали любовь к маленьким мальчикам. Я осуждаю это решительно. Пускай лучше любят меня и шлют мне деньги. Много-много денег. У меня есть Patreon. Отдельно хочется заметить православный монархизм. Что-то понтифики эти цари не особо его практиковали. Да, Иван Грозный по 5 часов молился, а то и больше, делал всякие ритуалы. Но что-то он не остался в истории, как, знаете, такой милый, добрый Дед Мороз. На Новый год он нам подарки не приносит почему-то.
И последние цари, когда империя рухнула. Вот, Николай Кровавый. В перерывах между ужасными тоталитарными практиками и расстрелами демонстраций, чем он занимался? Он расстреливал милых котиков и щенят. Специально требовал завозить ему в парке сиамских кошечек и черных котиков, потому что они были не русские и не белые. И ему больше удовольствия это доставляло, и по ним стрелять. Вот какой был монархист нехороший. А вот Ленин пока котикам не стрелял, нет, только по буржуям. А надо смириться с тем, что не все равны. И то, что вот человек, венец творения, есть иерархия между сословиями, полами и так далее, и так далее. И разными уровнями всего. Потому что равенство — это утопия. Дальше, по поводу освежителей воздуха, конечно, не хотелось бы спускаться к таким темам, но вот это сейчас скажу. Ты сама записывала видео просто как сходить в туалет в гостях, и там ты давала следующие советы. Мало того, что, например, сейчас скажу какие. Так, например, то, что перед выходом надо все там в туалете, в смысле, обеззаразить. То есть, вот, как бы, ты же сама такие советы давала. Да, я вынуждена сделать камин-аут. Можно, конечно, списать все на постмодернизм и иронию, но нет. Я так, кто я есть, и не могу отрицать свою природу. И я жертва патриархата. И если вы, как и я, хотите, чтобы я исправилась и очистила себя от драматичных воззваний к богам, в которых не верю, и очистила себя от жажды мужского одобрения, слезла с этой иглы, то присылайте донаты на Patreon. Я схожу на эти денежки к психологу. Если вы либертарианец или убежденный капиталист, то можете просто поставить лайк под видео. Я знаю, денег у вас нет, и до создания совместного бюджета с женой вряд ли будут. Далее, не будем на этом акцентироваться. Далее, то, что вот углекислый газ угнетает мозг людей. Угнетает мозг людей левый либерализм, естественно. Это тоже правда угнетает мозг людей, что насколько левый либерализм откатил цивилизацию вниз. Или, например, мультфильмы Диснея, там, вот, Белоснежка белая, надо черную. Даже до мультфильмов Диснея докопались, до всего докопались. А это тормозит культуру человеческую. Дальше. Позитивная дискриминация вполне себе происходит. Вполне. И на Западе, и некоторые черты в некоторых сферах даже в России бывают. То есть, нет, это на самом деле страшные вещи, она происходит. По поводу Твиттера. Твиттер запрещен, слава богу, в нашем спасаемом отечестве. Дисней — это корпорация зла, которая скупает все независимые студии, душит своими юристами конкурентов. Они нанимали агентов, чтобы подсыпать Ребекке Шугар в кулер с водой психотропные вещества. Пункт 3. Твиттер запретили, потому что убеждения сторонников путинских буржуазных угнетателей настолько хрупки и несостоятельны, что любая розоволосая девица из Тбилиси переубедит их всех в 2 счета, и они побросают заводы военно-промышленного комплекса, на которых работают, сведут тату с коловратами и куполами и переедут ко мне в квир-коммуну практиковать свободную любовь и учить языки программирования. Потому что кушать надо.
на что-то. Далее по поводу капитализма. Я не сторонник консерватор, но не сторонник капитализма. Я сторонник дистрибутизма при рыночной экономике, но при этом это другое. Это экономика семейно ориентированная. И ее даже называют, вот, например, Леонтьев Константин, философ русский, основатель православного дистрибутизма, русского дистрибутизма, он называл его, более того, не как-то там, не условно рыночная экономика, а феодальный социализм. Дистрибутизм – это утопия. То ли дело коммунизм, потому что собственность равномерно распределять между семьями нужен вот кто это будет делать? Нужен государственный этатистский регулятор. И люди, которые в этом госрегуляторе работают, они будут особо щедро распределять собственность своим семьям. Потом эти семьи объединятся в кланы, потом династии, касты, и будет общество по принципу «моя кровинушка пусть процветает, а твои детки-ублюдки пусть ей служат, и законы соответствующие приму». На улицах расставят генетические анализаторы, которые будут определять, из какой-то семьи, и в случае нарушения законов, установленных самыми крупными семьями, придет злая монашка с секатором и отрежет все, что болтается. Хотя в целом идея левая, мне нравится, и в монашке с секатором тоже что-то есть. А еще дистрибутизм придумали католики и иезуиты, так что не думаю, что левую европейскую идею примут СНГшные мракобесы. Капитализм я тоже не поддерживаю, потому что капитализм порождает в итоге воукизм, вот воук-культура, откуда она? Потому что вот, чтобы трудящиеся не боролись за свои права, не выходили на митинги, что придумали, чтобы выходили они за права не против капиталистов, например, а не на забастовке, а вот против неравенства гендерного и против чуши, которой нет. Вот, поэтому нужно, чтобы государство контролировало экономику, при этом все-таки рынок должен быть. Далее. Я не консерватор, а традиционалист. Традиционализм угнетает всех, кто не стыкуется со старыми традициями, часто устаревшими. Но не хочу я замуж в 16 по выбору родителей. Приносить себя в жертву солнечному колодцу не хочу. Не хочу жить с дриадами и пить росу. Мне утром зябко. Дриады жрут навоз так на минуточку. Почему-то мои личные традиции плохие, а какие-то чужие традиции, старые дряхлые, хорошие. Так нечестно. Если уж судить о хорошести культуры традиций, то с точки зрения материалистического прагматизма, а с этой точки зрения все ненужные традиции уже и так на свалке истории. То есть я за традицию. Вот, то есть, правда, можно и Наруто консервировать, но это ж все чушь. Надо консервировать христианские ценности. Ну вот. И по поводу того, что будет отсутствовать интимный стыд, это плохо, потому что доказано научно, что отсутствие интимного стыда есть признак шизофрении. Пункт 7. Интимный стыд навязан патриархальной культурой. Почему это мне должно быть стыдно за прелести телесности, которые за закрытыми дверями все так любят, которым все так на самом деле нравятся? На людях, мол, прячь, а когда не видят, доставай. Прячь, доставай, прячь, доставай. Разговаривать с воображаемыми друзьями тоже, знаете ли, признак шизофрении. Но если я буду загорать топлес в парке, меня скрутят конные полицаи. А если буду молиться, то никто и глазом не поведет. Проснитесь, люди, традиционалисты! Они на ходу выдумывают традиции и подмешивают в уже старые, чтобы вы не заметили, выполняли все, что они от вас захотят. Ну что же, отвечаю. Итак, пройдемся по тезисам. По поводу жертвы патриархата. Это не жертва, это как бы признак здорового строения человека.
Потому что патриархальность уже является нормой, и она изначально была нормой от сотворения мира и до наших дней. Ну, от сотворения мира не знаю, как назвать, но, в принципе, в каком-то роде, да. А пика патриархальной достигла в одноэтажной Америке 50-х, когда с помощью действительно богатства общества, богатства государства было возможно реализовать идеальный христианский, да, протестантский, с своими, конечно, накладками, но своими особенностями, но все-таки близкий к христианскому, к идеальному образ жизни граждан, народонаселения и так далее. Такая ситуация. Дальше. Вот то, что цисгендер. Цисгендер — это единственный классический человек. Вообще человек — это такое существо, которое... человек, он классический может быть. Новый человек, который может быть не только цисгендером, но и вот эти все запрещенные транс, окологендер, вот этот недогендер, мегагендер, вот это все. Это уже понятный человек, но это новый человек, то есть такой, как сказать, он может стать человеком, но в каком-то роде он отказывается от собственного, как сказать, от собственного облика человека, от собственного человеческого мышления и так далее, и опускается ниже, возможно, даже ниже уровня животных добровольно, при том, что он является человеком. Вот что такое новый человек, поэтому только цисгендер может быть. Дальше. Почему запрещен Твиттер или там запрещен сатанизм, ЛГБТ запрещено, еще много чего запрещено. Толпа слушает не то, что... большинство людей слушает не то, что истина, не то, что верно, не то, что морально. Совпадает с какими-то моральными нормами и с интересами какими-то высокими. Нет, люди слушают, что им приятно, в силу порочности, то есть, что вот кто по шерсти им гладит, грубо говоря, кто им обещает свободы, права, тыры-пыры, всеобщее равенство, братство, коммунизм, либерализм, а может быть, не буду говорить, что, может быть, даже вот люди ведутся, поэтому нужна цензура, в первую очередь нравственная цензура, которая будет людей ограничить, которая будет... Так, меня слышно? Какие-то помехи. Так, меня слышно? Так вот, будет нравственная цензура, которая будет защищать духовное развитие человека, нравственное развитие человека и так далее. Без нее невозможно, потому что люди слушают не то, что правильно, то, что приятнее, а приятнее не всегда правильно. Так, далее. Дистрибутизм — это не утопия, то есть коммунизм — утопия, много что. А дистрибутизм нет, и эта идея не совсем левая, но и не совсем правая. Вообще правые и левые — это деление, можно сказать, умерло. Более того, его создал Константин Леонтьев, русский православный дистрибутизм создал Константин Леонтьев, русский философ. Или Климент после принятия монашеского сана у него. Вот, поэтому, в принципе, такое положение дел. Вот так я это характеризую. Это что касается дистрибутизма. Поэтому это не западная левая идея, это вполне русская православная, выросшая из корней России. Далее. Почему нет женского священства?
Ну, потому что Христос был мужчиной же. Священник — это образ Христа. Далее. М, Ватизм. Что такое ватизм? Я объясню, что это такое. Это как раз реальное движение, оно присутствует, и оно сдавливает. То есть белых актеров в западных фильмах выбирают, всегда добавляют каких-то извращенцев в фильмы, даже с фильмами. А более того, еще и в жизни, на работу. Вот надо взять вот одного, там, не знаю, на Западе есть такой, там, одного извращенца, еще кого-то, еще кого-то. Там, допустим, одного негра. К неграм я отношусь, если что, ну, вполне хорошо. Я ко всем, так как все нации и расы равны, я считаю, все люди братья и сестры, поэтому не могу сказать, что ставлю их на одну доску с извращенцами, естественно. Не ставлю совершенно. Потому что, ну, негры — это нормальные люди, среди которых, кстати, часто, несмотря на всякие БЛМщиков, отбитых, много здоровых людей. Ну, извращенцы — это вообще дно. Но с неграми, которые вроде бы, ну, правда, ведь все люди равны, и белые, и черные, и красные, и желтые, какие угодно. Потому что, ну, конечно, все равны, потому что всех создал Бог. Но, в чем дело заключается? В том, что вот что нужно, вот, чтобы взять на работу негра, иначе все, иначе до свидания, не возьмут на работу. Дальше. Что сейчас скажу? Поэтому, чтобы не было ватизма и так далее, надо некоторые вещи в обществе действительно угнетать, зажимать, потому что дерево куст растет красиво ввысь, только если его остерегать. Если он будет расти просто, то будет некрасиво. Так же и общество. Далее. И то, что я католик, нет, я не католик, я православный. По поводу мощей. Прошу тут не выдавать вот то, что эти кощунственные фразы, прошу их вырезать. По поводу молитвы, нет, но молитва — это не выдуманное, а это живое общение с Богом, со святыми. То есть это естественно совершенно доказательство того, что Бог есть в философии, есть и даже в науке, если мы видим в широком смысле. Поэтому это правда. А вот и отсутствие интимного стыда — это доказанный признак шизофрении. Ну вот, в принципе, все.